Всем привет! Это вторая часть моего эксперимента по добыче премиума исключительно фармом мобов. Посмотрите первую часть, если не смотрели. Второй день начался с хороших новостей. Большая часть добытых предметов продалась на рынке, и на моем счету уже лежало 1,5 миллиона серебра. И так как вчера я докупил расходников, то без промедления отправился в данж Восточного портала. В портальной локации орудовала банда гангеров. И при мне они поймали бирпафсы в довольно дорогом сете. Так что не пренебрегайте бафом из портального алтаря, он неоднократно спасет вам жизнь. В данже ничего интересного кроме кучи падений на мобах не произошло, поэтому починился я на 75 тысяч. Как обычно, скинул материалы низкого тира, из шмота ничего стоящего в этот раз не дропнулось, но 6 книжек, Т8 реликт и Т5 герб нежити принесли около 400 тысяч. Однако, не учитывая этот лут, на счету стало 2 миллиона 100 тысяч. Почти 600 тысяч я насобирал с пола в данже, ну и какая-то часть, конечно, капнула с рынка. Пополнил расходники и снова отправился в данж. Потихоньку чистил мобов и успел заметить конкурента, как раз во время восстановления хп. Нас разделяли мобы, и противнику пришлось бежать через них. Он по дороге включил свою ешку и прожал куртку. Мне надо было сделать то же самое, и победа была бы в кармане. Но я попытался отбежать и просто помер от яда и кровотечения. А противника поставили на колени мобы. Очень обидно было, ведь я мог победить, даже не разряжаясь. Но все произошло слишком быстро. Но по луту я потерял немного, сет тоже стоит копейки, а опыт боев бесценен. Да и денег на счету уже было достаточно, и после покупки нового сета в кармане осталось 2,5 миллиона. Вернулся в тот же данж, надеясь застать там своего обидчика. Но на поверхности встретил фарм пати новичков. Они попытались то ли поймать, то ли просто отпугнуть меня, но я просто подошел ко входу в данж другой дорогой и провалился внутрь. В данже можно было поиграть с ними в экварта, однако ребята не стали заходить внутрь, и я занялся заработком. Через некоторое время, недалеко от входа, на меня вышла минимум пара врагов. Но либо они не решились на преследование, либо вообще свалили. А я подумал, что лучше не рисковать лишний раз добычей, и просто ашнулся из данжа. В городе починился почти на 40 тысяч. А лут выставил примерно на 400 тысяч. Серебра было уже под 3 миллиона. Как по мне, заработок шел в хорошем темпе, учитывая предыдущие болезненные падения. Докупил расходников, решил больше не переводить деньги на банки инвиза, так как применить их все равно не получается. В этот раз отправился в западный данж. Без происшествий пофармил час, вернувшись, попробовал зачаровать Т4 шмот до 4.1 перед продажей. Тем более, что четвертых рунок уже было в избытке. Я не высчитывал, насколько это прибыльно, ведь имея уже 3,5 миллиона, не очень заботишься о таких копейках. Лут выставил примерно на 250 тысяч.
отдохнул 20 минут, решил попробовать данж северного портала. Перед следующим эпизодом нужно оговориться, что в гильдии никто не знал, чем и где я занимаюсь в данный момент в игре. И каково было мое удивление увидеть сагильдийца в этом данже, учитывая, что гильдия базируется в Тетфорде. Времени о чем-то говорить не было, так что пришлось сражаться. В этот раз я атаковал, хоть и просел немного на мобах. Противник откатил свою ешку, начал разряжаться в меня, и здесь мне помогли сапоги с инвизом. Я просто переждал его ульту и сам разрядился. Ошибки прошлых боев пошли на пользу. Так я добыл запасной сет и книгу интуиции. Больше часа зависал в этом данже, сходил в левую часть, нашел там сундук, который можно забрать. Поехал домой. Рядом с Гайкой в портальную локацию увидел, как пати гангеров гонятся за бычком. Вернулся, немного подождал, надеясь, что они не станут гнаться за мной, и попробовал проехать повторно. В этот раз путь оказался свободен. Починка обошлась в 108 тысяч. Я отложил материалы и почти полный запасной сет в банк. Выставил на продажу лут. В этот раз он был оценен рынком всего в 240 тысяч, что не очень радует. С другой стороны, халявный сет в банке и 4,3 миллиона на счету не дают повода сильно расстроиться. Дождался отвязки от северного портала и прыгнул в восточный. На севере мне не понравилась география локации с данжем. Рядом с респом босса воина увидел конкурента. Попытался навязать бой. Но он куда-то испарился под инвизом. Я понимал, что он скорее всего где-то неподалеку. Но все же решился забрать не очень удобный сундук рядом с боссом. Он получил антиагр, упав на мобах, и спокойно прошел ко мне. Я ушел в инвиз, надеясь, что он сагрит моба рядом. Но он оказался не глуп. Кинул в меня ножи и ударил кьюшкой. Я попытался дать сдачи, но низкое здоровье изменили мои планы. Попытался отбежать, он включил свою ешку. Я смог откайтить и разрядился в ответ. Он ушел в инвиз, я не додумался ударить кьюшкой в это место. И отошел на возвышенность. Откатил скиллы. Кинул яд, увидел, что он включил куртку и ушел в инвиз. Он кинул ножи, я понял, что сейчас добьет кьюшкой, дал ножи в ответ, но было поздно, и он добил меня с руки. Надо было вместо яда кинуть ножи и попытаться разрядиться, тогда был шанс победить. Это был довольно равный бой, и потеря нормального лута в общем-то не расстроила. Оделся снова в 5.1 сет на Т3 лошади. На счету стало 5 миллионов 130 тысяч. Пофармил полчаса и с одного из сундуков получил 5.3 одноручный топор и 5.2 капюшон клирика. Понял, что это по-любому надо сейвить. Как назло, возле гайки тусила пара типов, явно с намерением на мобилку нагнуть и тела наши бренные обшмонать, да? Так что я развернулся и принялся искать РД поблизости, чтобы взять бабл. Но увидел, что еще один одиночка поехал в гайки. Последовал за ним, надеясь, что местные гопники сагрятся на него и я спокойно проеду. Возможно, так и произошло, в любом случае я смог безопасно войти в гайку и спокойно доехать до города. Мое главное сокровище, 5.3 топор, стоял на рынке за лям 200. Но по такой цене его явно никто не купит. Ордера на скупку стояли по 250к, так что я выставил его за 450. Если что, снизить ценник или сдать по ордеру можно будет позже.
Остальной хабар выставил на общую сумму 400к. И к этому моменту я накопил 6 миллионов серебра. Осталось добить всего пару миллионов. Снова прыгнул в восточный портал. Пофармил часок, часто падал, и когда шмотки пожелтели, решил ехать домой. Тем более, что благодаря продажам на рынке и серебру с мобов и сундуков, я почти догнал наличку до 7 миллионов. Выйдя из данжа, увидел странную пати на входе и кучу блобов на карте. Похоже, в локации намечалась ЗВЗ. У меня, конечно, мелькнула мысль, что можно попытаться помародерить на поле боя, но прислушался к старой мудрости про синицу в руках и поехал в город, по пути наслаждаясь видами бессмысленного насилия. Дома починился на 70 тысяч, а лута выставил на 680 тысяч. Цель уже очень близка, так что сразу прыгаю в западный портал, так как на востоке идет война. В локации с данжем встретился с пачкой по всем признакам фармеров. Они не стали меня преследовать, и я спокойно зашел в данж. На очередном сундуке увидел врага. Внутренний голос подсказал не связываться. Ашнулся. На локации встретил прокнутого роумера, получил с него книгу интуиции. Спокойно вернулся в город. Вспомнил, что каждый день за прохождение соло-экспедиции можно получать королевский знак. В банке когти предложили дуэль. Я показал, кто здесь батя. Причем дважды. Выставил на продажу лут плюс знак. Вышло примерно на 250 тысяч. В кошельке 7 миллионов 600 тысяч, а премиум стоит на данный момент 8 миллионов 600. Задача практически выполнена, а впереди еще день в запасе. Думаю, всем уже ясно, что эксперимент оказался очевидно удачным, но все-таки концовку и расчеты я оставлю на финальное видео,
Там же расскажу, как я фармил, какие сундуки, где они расположены, каких мобов скипал, каких забирал. Также в честь удачного исхода предприятия вас ожидает розыгрыш. Но все в следующем видео. А пока всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, лайк, дизлайк и всем пока, увидимся в следующем видео.